Приветствую, друзья! И первое, с чего я хотел бы начать, это сделать паровозный гудок. Что же такого необычного в паровозном гудке, спросите вы? А дело в том, что пар имеет куда большую плотность, чем воздух, поэтому получается звук совершенно иным. Принцип действия паровозного гудка ничем не отличается от обычного футбольного свистка. То есть воздух выпускаем через тонкую щель, он попадает на кромку полости, где все это закручивается, резонирует и получается звук. Вот только в нашем случае мы будем дуть не ртом, а для этого у нас есть огромный мощный паровой котел. Поэтому и размеры нашего свистка будут весьма впечатляющие. Мне уже не терпится все это дело создать, увидеть, услышать и, конечно же, все это показать вам. Посмотрел, почитал, как устроены паровозные свистки, и вот что сделал. Пар будет идти по вот этой трубе, уходить в эту полость и вырываться через вот такую вот тонкую щель. То есть вот посмотрите, в нашем случае щель будет кольцеобразная, в виде кольца. Затем она будет ударяться в какую-то такую вот кольцевую кромочку. И вот эта полость, этот объем и будет как раз резонировать. Ее объем придется подбирать экспериментальным путем. Нельзя забывать, что пропорции свистка должны быть вполне определенные. Если настройка будет неправильная, то резонанса не получится и звука тоже не будет. И если мы подадим слишком большое давление, его передавит, звук сорвется и тоже будет просто шипение. Поэтому я сделал сперва вот такой вот экспериментальный свисток, который у нас рассчитан на воздух. И вот так выглядит наш свисток для пара. Вот эта полость, вот эти все расстояния рассчитаны для пара давлением 16 атмосфер. К сожалению, я не нашел вполне каких-то конкретных расчетов, поэтому я взял чертежи обычного паровозного свистка и по пропорции все немножечко под наши размеры адаптировал. Я полагаю, что свисток, рассчитанный на пар, сможет работать на воздухе, а вот рассчитанный на воздух на пару уже вряд ли сможет. Но в любом случае мы все это проверим, протестируем и если надо будет, переделаем. Ну а теперь давайте все это испытаем. Итак, сперва испытаем свисток, работающий на воздухе. Ребята, это очень жесткий звук. Рядом находиться даже в наушниках сложно. Но теперь мы испытаем большой свисток. Когда я направляю свисток в пол, земля дрожит. А представьте, что будет при паре в 16 атмосфер. Я понимаю, что видео не передает правильно звук, поэтому запишем звук с разного расстояния, чтобы послушать эхо. Наконец-то мы вплотную подошли к моменту, чтобы превратить все это в мотоцикл. Давайте соберем его.
Нашел в продаже вот такой вот обалденный кожезаменитель. Даже нарисованы вот тут что-то, лодки, континенты. Очень интересная тематика путешествий. Вот из такого вот кожезаменителя мы сделаем красивые кофрики, чтобы придать стиль нашему мотоциклу.
Представляете, оказалось большой проблемой найти большие красивые клепки. Максимум, что я нашел, это вот такие вот штучки для дверей. Вот, но они очень маленькие и эффекта клепок котлов совершенно не создают. Еще я нашел пуговицы, которые похожи на такие клепки, но они стоят 25 рублей за одну штуку, а нам их нужно сотни. Ну что ж, не вижу большой проблемы, давайте мы сделаем клепки сами, и именно такой формы, которую мы сами захотим. Хочу немножко рассказать о таком удивительном материале, как гипс. Если его разбавить теплой водой, то застывает он уже через 10 минут. А через 12 часов он набирает такую прочность, что я вот одну клепку пытался сломать руками, и как бы я ни старался, у меня это не получилось. Она сломалась лишь под действием молотка. Но что самое интересное во всем этом деле, что я сделал практически 300 клепок, всех их взвесил и посчитал, что обошлись они мне всего лишь в 5 рублей 43 копейки. Так что можете взять на вооружение.
Конечно, друзья, во всей этой конструкторской изобретательской деятельности случаются неудачи. И, разумеется, у меня они тоже были. И чтобы следующие экспериментаторы не допускали тех же ошибок, давайте вместе разберем мои косяки. На самом деле, я уже делал попытки проехаться на этом паровом мотоцикле, но закончились они полным фиаско. И вот почему. Изначально я сделал котел по так называемому барабанному типу. На этом принципе работают практически все современные электростанции. В чем суть? К нашему вращающемуся колесу цепляем небольшой насос, который будет закачивать воду в систему трубок, которые в свою очередь обтекаются пламенем. И на выходе мы имеем пар под давлением. Во-первых, из-за того, что наши трубки раскалились до красна, в какой-то момент вода перестала к ним прикасаться и просто вылетала в наш двигатель. Чтобы понять физику этого процесса, давайте проведем маленький эксперимент. Возьмем электрическую плитку и капнем на нее небольшое количество воды. Естественно, вода, когда прикоснулась к металлу, сразу испарилась. Но что будет, если мы раскалим плитку посильнее? Как вы видите, вода перестала прикасаться к металлу и просто летает на тончайшей прослойке пара. Именно такие капельки и влетают в наш двигатель. В общем-то, небольшие капельки воды в двигателе нам никак не повредят. Но та вода, которая все-таки успевала испариться, набирала такую огромную энергию, что расплавила мне все уплотнительные кольца в двигателе и даже, представьте себе, расплавила бронзовый шаровый кран, которым я открывал и закрывал пар. Что же получается? Мы имеем перегретый пар температурой порядка 600 градусов, в котором летает неиспарившаяся вода. Такого я вообще не ожидал. Задний ход. Задний ход? Он у тебя еще и назад умеет ездить. Да, ему фактически без разницы. Он, по-моему, на силе реактивной струи пара быстрее поедет. В общем, двигатель долго скрипел, кряхтел и в итоге заклинил насмерть. Когда все остыло, детали пришлось выбивать кувалдой. С паровоза там постоянно что-то течет. Ладно, на сегодня полметра это уже рекорд. Не порвало. Все-то нормально работает на самом деле. В принципе, двигатель работал, система вполне работоспособная. Но размеры этого котла должны быть гораздо больше, а кроме того, пришлось бы выдумывать сложную систему регулировки температуры, что мне показалось крайне замороченным, и поэтому я просто решил вернуться к классической системе котла, который, собственно, мы уже и сделали. И вот наш мотоцикл полностью собран и готов к полевым испытаниям. Честно говоря, когда я его доделывал и создавал ему внешний вид, я все больше и больше в него влюблялся. Он получился такой маленький, такой аккуратный и, что самое интересное, очень необычный. Ну что ж, осталось дождаться теплой погодки и сделать самое главное. Это, конечно, на нем покататься. Но об этом в следующей серии. Друзья, придумывайте, создавайте, ведь это так интересно. До встречи в следующей серии.